Миша, обрати, пожалуйста, внимание, мы про шелковый путь поговорили, а про шелковый путь португальцев не поговорили. Такое ощущение, что вчера не было финала чемпионата Европы по футболу. Был, конечно, и финальная игра, безусловно, войдет в историю. Дело в том, что мы вспомним обязательно, это первое золото сборной Португалии, раз, слезы счастья, несчастья и роль помощника главного тренера Роналду, два. Конечно же, шок французов, но и, безусловно, эмоции болельщиков, особенно тех из них, кто имел, на мой взгляд, уникальную возможность совместить классную музыку на фестивале «Нашествие», куда я так хотел бы попасть с просмотром футбола. Телеканал Матч ТВ подарил такую возможность, но не мне на этот раз, а мега-миксте этого лета европейского футбола с русским роком, расскажет Евгения Долина. Фестиваль «Нашествие» в представлении не нуждается. 17 лет истории, 200 тысяч человек в палатках и десятки культовых рок-музыкантов. На их песни кто-то вырос, а кто-то уже успел слегка состариться. Казалось бы, при чем здесь Матч ТВ? В этом году спорта здесь немногим меньше, чем музыки. Даже под палящим солнцем желающих показать свою силу и выносливость было на удивление много. Тем более там, где за это давали призы. Турниры по пляжному футболу и волейболу и вовсе стали многолетней традицией фестиваля. Ну и, конечно, многие музыканты имеют самое прямое отношение к спорту. Например, группа Underwood в свое время приложила руку к тому, чтобы именно Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу. Мяч — это что-то магическое. Мяч — это гарпастум из известного греческой игры. И, конечно, это центр, который притягивает и юность, и не знаю, азарт общества. Это действительно магия. Магия круглого мяча – это не только про футбол. Вот, например, группа «Мураками», которая написала гимн для волейбольного клуба «Зенит Казань». И они уверены, спорт, как и музыка, создан для того, чтобы объединять людей. Не зря же когда-то были изобретены Олимпийские игры. Давайте вот там будем показывать свою силу, мощь и показывать, выставлять самых лучших. И, безусловно, как и любой гимн, как и люди, которые занимаются спортом, и я, в частности, тоже, мы все немножечко спортсмены, мы, музыканты, в том числе, хотим, чтобы наш мир процветал. А те, кто не спортсмены, все равно готовы ими стать для благого дела. В последнее время мы начали делать благотворительные баскетбольные матчи. Мы сделали их 4 штуки, и я поиграл в баскетбол, пожалуй, со своими кумирами. И все-таки футбол на этом фестивале – главная тема после музыки. В преддверии финального матча чемпионата Европы по-другому и не могло быть. Моя дочка, она мне уже вчера вечером позвонила. Я вчера вечером приехал с дачи в Москву, чтобы оттуда из Москвы двинуться сюда. На нашествие мне дочка говорит: папа, ты не забыл? Будет финал. Вспоминая выступление россиян на этом турнире, автор гимна московского «Спартака» Валерий Кипелов предложил свое решение проблемы. Я думаю, что если бы все футболисты, не хочу их обидеть, если бы они заработали, знаете, собрали народ, пришли люди, значит, вы получили деньги. Не пришли люди на футбол, значит, вы не получили. Я думаю, это было бы справедливо. Сам Кипелов с такой аудиторией может быть спокоен за себя. А вот заключительные выступления смотрели не все. В 10 часов на большом экране, установленном Матч ТВ прямо на территории фестиваля, началась трансляция финала Евро. Первые 80 минут матч смотрели примерно с такими лицами. Отгремел заключительный салют, основное время подошло к концу, а счет все не менялся. Гол Эдера в ворота сборной Франции встречали не менее бурно, чем до этого музыкантов. Евгения Долина, Дмитрий Дудков. Все на матч.